Здравствуйте, дорогие друзья! Чего-чего, а вот настольных умных часов у меня никогда не было. И ребята из MadRobots любезно предложили попробовать все прелести современных домашних технологий, о которых я расскажу в этом полноформатном обзоре. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Корни разработчиков из Smart Atoms ведут во Львов, но вот реализовать задуманное удалось только благодаря краундфандингу. На Kickstarter прошла кампания по сбору средств. Об ее успешности можно судить по результатам. Все деньги были собраны всего за 48 часов. Оно и понятно, ведь найти аналогичный продукт на рынке сложно до сих пор. Комплект поставки стандартный. Часы, макулатура, русский язык присутствует, кабель microUSB и кубик с насадками под все самые распространенные типы розеток. Идея частично взята у Apple с ее маковскими и айпэдовскими модульными адаптерами, с тем отличием, что в комплекте уже идут все насадки. Очень удобное и приятное решение. Что из себя представляют Lametric Time? Пластиковый брусок, два динамика для стереоэффекта с кнопками регулировки громкости и питания, мини-джек для подключения внешней акустики. Да, на Lametric можно транслировать аудио через Bluetooth, и это удобно. Три большие удобные функциональные клавиши и прорезиненная нижняя грань, благодаря которой часы буквально прилипают к столу и даже в отличие от ножек создают куда больший коэффициент трения. Пошерстив официальный сайт, оказалось, что версию с аккумулятором сняли с продажи. Странное решение. Беспроводная Bluetooth колонка получилась бы отменная. Подключаем провод, тискаем кнопку питания, и что мы видим? О боже! Пиксели размером с ноготь на мизинце. Но не спешите судить, тут тоже есть своя философия. Кстати, белая точечка сверху – датчик освещенности, регулирующий работу автояркости. Правда, могли бы его сделать и в цвет корпуса, как, к примеру, это делается на смартфонах. Матовый защитный пластик, прикрывающий дисплей, решение довольно спорное. С одной стороны, оно не собирает отпечатки, не требует протирки и не бликует на солнце. С другой, свечение от диодов получается чрезмерно заблюренным, а не четким, и это поначалу дико раздражает. Но с течением времени приходишь к выводу, что это практично и смотрится даже более стильно. Что вблизи, что вдали изображение удобно читаемо, и это самое главное. Сам дисплей тоже сделан хитро. Слева цветной блок с разрешением 8х8 не маленьких таких точек, а правее основной, но уже черно-белый дисплей с разрешением 29х8. Познакомив часы с домашней сетью Wi-Fi через штатное приложение для iOS или Android, начинается настройка. Сходу назову сразу три недостатка штатного софта. Первый – приложение не имеет русской локализации. Это, кстати, вообще бич этого продукта. Ребята имеют славянские корни и не добавили русский язык, хотя информация на русском в часах свободно отображается и в таком исполнении. Кодировка позволяет. Хотя на практике это никоим образом не сказывается на использовании продукта. Так что если вы не владеете инглишем, то париться не стоит. Да и ориентирован продукт в первую очередь на США. Второй недостаток: если программа не имеет связь с часами через домашний Wi-Fi, то никакие настройки уже загруженных приложений поменять нельзя. Кстати, особо состоятельные люди могут приобрести несколько Lametric и составить их в ряд. Программа будет выводить информацию в виде бегущей строки на экранах всех трех устройств. И вот тогда уже появляется смысл в бегущей строке, а на таком компактном дисплее это выглядит не очень. Ну и третий, нет оптимизации под iPhone 10. Причем ладно бы, если бы это не мешало работе, как в любом другом софте, но вот меню переключения режимов отображения информации на дисплее дико неудобно открывать и пользоваться. Разработчики пообещали оптимизировать приложение и добавить русскую локализацию в ближайшее время, так что ждем. Дальше начинается самое вкусное. Lametric Time — это программируемый кастом. Такую свободу относительно других часов я ощущал последний раз после покупки Apple Watch 3, кстати, обзор которых есть на канале. Обычно привык, что часы и часы, ну максимум что есть будильник, а тут технологичная игрушка с полезными функциями. Каждый экран, отображаемый на часах, отдельное приложение в штатной программе. Есть стандартные, которые нельзя удалить, но можно скрыть, а есть подгружаемый из местного аналога App Store, ну или Google Play. Существует несколько способов отображения информации: по клику, по расписанию, автопрокручивание или вывод одного статического изображения. Можно указать последовательность, длительность отображения, дублировать иконки, чтобы, допустим, часы отображались после каждого функционального экрана, а можно и вовсе скрывать приложение.
Часы, будильник, таймер, секундомер – это слишком просто. Счетчики социальных сетей, интернет-радио, RSS-агрегатор с бегущей строкой, уведомления со смартфона уже, согласитесь, интереснее. Роль автоматизатора и FTT несколько преувеличена, но основная функциональность ориентирована именно на гаджет для умного дома. Напоминалка «Не забыть зонтик, потому что завтра дождь» – так себе предупреждение, согласитесь. На самом деле перечислять возможности Lometric можно очень долго. Все это из-за того, что каждый пользователь может разработать в веб-интерфейсе на официальном сайте свое приложение и загрузить его в магазин для общего доступа и даже на этом заработать. Программ очень и очень много. Искать что-нибудь новенькое проще на компьютере. Огромное количество вопросов решено и решается на форуме. Что я использую каждый день помимо часов? Погода. Не забудьте указать свой город, а то геолокация может захватить столицу, которая легко может расположиться и в 200 километрах от вас. Счетчик подписчиков, количество просмотров последнего видео, правда ссылку надо вводить каждый раз вручную, интернет-радио, а динамики здесь довольно громкие, про качество можете даже не спрашивать, это просто пищалки, количество дней до определенной даты, курсы акций и валюты. Вижу полезным будильник, уведомления со смартфона, таймер, секундомер, но не использую их просто из-за ненадобности. У меня есть куча умных устройств вроде Apple Watch, которые могут делать то же самое, только качественнее. Скажу больше, я до сих пор продолжаю шерстить местный аналог App Store и каждый раз что-нибудь да интересное нахожу, засоряя свой информационный эфир полезными не очень экранами, вторые из которых периодически отправляются в топку. Да и вообще, Lometric может выводить практически любые комбинации иконки, текста, звука. Кстати, я до сих пор не разобрался, как реализовать потенциал свободного гигабайта памяти. Может, кто-нибудь подскажет в комментариях? Ну и конечно же Lometric Time — это очень стильный предмет интерьера, действительно привлекающий взгляд. Дорогого стоит, когда у тебя на рабочем столе все по фэншую. И эстетическое удовольствие получаешь, и выполнять задачи легче. Lometric Time устройство однозначно переоцененное, но найти что-то похожее вряд ли удастся. По крайней мере, я не нашел. Но если вам есть чем поделиться, обязательно пишите в комментариях. А на уникальный в своем роде продукт можно ставить практически любой ценник. И за рубежом эти часики пользуются довольно большой популярностью. Ребята из MadRobots предлагают всем подписчикам канала Protec приобрести этот продукт с 15% скидкой по соответствующему промокоду. Ссылочку на них я оставил в описании. Крутой магазин с не менее достойным подходом к покупателям и сервисам. На этом все. С вами был Вадим Ищенко. Не забывайте ставить большой палец вверх. Таким образом я буду знать, что такого рода обзоры вам интересны. До скорых встреч, увидимся в следующих видео. Пока-пока.